Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодня движуха у нас в гараже очень интересная, мы выдвигаемся в Минск на ТБТ-шоу. Впереди у нас 300 километров пути, очень интересная ходка. Леша, ты как, морально готов? Устроился. Позади мурлычет Volvo, она уже накачивает воздух. Мы на таком, знаете, немножко на мандраже, потому что все-таки расстояние не близкое. Плюс у нас позади Зеломан, вот, но... Пожелайте нам удачи, вам приятного просмотра, ну а мы выдвигаемся. Естественно, будем показывать все, рассказывать, поэтому не переключайтесь, будьте с нами на связи. Как вы заметили, мы по максимуму постарались обслужить наш эвакуатор перед поездкой. Надеюсь, он не подведет. Обязательно проходите техническое обслуживание вовремя, чтобы ваши автомобили вас не подводили. А если хотите найти лучшую стоимость и сэкономить на прохождении технического обслуживания, то заходите на сайт autospot.ru. Абсолютно неважно, какой у вас автомобиль, кореец, японец или новенький китаец, на все автомобили есть цены. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое техническое обслуживание планируется. Далее появляется карта с ценами и расположением сервисов. Изучив цены, я заметил, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на одни и те же работы, а это немало. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем выгодный для вас вариант и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Переходите по моей ссылке в описании и пользуйтесь. Ну а мы выезжаем. Пожелайте нам удачи. Volvo, конечно, дарит эмоции. Мы перетянули еще руль, сейчас приятно так держаться за него, но он чуть-чуть криво стоит, зараза. Я вот сейчас вспомнил, когда я гнал, он тоже чуть-чуть кривенько стоял. Погода нас не радует, но никак это не влияет на наше настроение. Настраиваемся на позитив, надеемся на успех. Ну и главное, чтобы нас не подвела наша старушка, потому что машина действительно старая. Мы старались там по максимуму ее подготовить. Ну, старая машина. Но я думаю, она справится. Эти машины еще могут ездить годами. Все, выдвигаемся, только отъехали. Чуть-чуть проедем, обязательно включимся. Нам нужно сейчас еще оформить Белтолл. Это платная дорога, подобная Платону в Российской Федерации. У нас она называется Белтолл. Вот, очень дорогое удовольствие, но вариантов нету, как говорится. Так что едем, надеемся на успех. Ну вот, по кольцевой мы объехали наш родной город Горки. Он остается слева, но мы же уходим направо. Вот, и у нас такое ощущение, что Зеломан чуть-чуть наклонился в правую сторону. Сейчас остановимся, перепроверим цепи. Не, вообще первое ощущение, ну, классно. Вот прям нравится. Едешь, ну, классно. Очень мягко, все, никаких проблем нету. Можем здесь остановиться, блин. А, там вот есть стояночка дальше. Видишь, большая передачка, ему поменьше хочет. Слишком маленькая. Не, надо было на то вытягивать еще. Ну да, возможно, ты прав. Можно фильмы ужасов делать с этого звука. Остановились. Сейчас посмотрим, что тут с ним. Ну, немного как бы съехал, типа. Типа немножко съехал, да. Ну, не ослаб. Леш, ну они не ослабли, ничего. Странно. Ну, он наклонился. Может, мы не заметили просто? Или может, вот так и было? Ну, возьми, тихони вот это вот чуть-чуть. Также установили рожки дополнительные, по-моему, вам не показывал. Это наши подписчики, кстати, наверняка. Все, машина тянется.
Не тянется? Нет. Ну и все, никуда он не денется. Давай перед перепроверим. Нормально? Ну да, все твердо. Все, двигаемся дальше. Проезжаем город Орша, вот там он красивый. Всем нашим зрителям и подписчикам из города Орша огромный привет. Ну, все пока что в норме. Поливаем 80-85. Вот, потихоньку, не спеша идем. Трасса подзагружена. Вот, но главное, что все хорошо. Погода, правда, дождик. Леша уже засыпает у нас. Сейчас мы его покормим. Галя нам сложила с собойку, блинчиков, еще там чего-то, чаек. Самое главное в дальнобое — это не голодать. Иначе будет вообще тяжело ехать. Так, кто там у нас тянется? Опять МАЗ. Ну, вот так мы едем, поливаем просто. Вот здесь мост очень жестокие, конечно, ямочки, но для нас на Вольве не сильно страшно это. Купили Белтол, туча документов, и сейчас будем крепить. Примерно вот так. Опа, все. Супер, выдвигаемся, да? Леша, хочешь проехать? Да. Я знаю, что он хочет, поэтому сейчас его посадим, пусть он прокатится. Чай оказался очень горячий, все полил себе. Просматриваю чат в нашем телеграм-канале. Вот, так что вы, друзья, обязательно подписывайтесь на телеграм, не забывайте, потому что там всегда очень интересно, а также обязательно подписывайтесь на Бусти. Таким образом вы нас поддерживаете и одновременно получаете доступ к контенту, который я выкидываю каждые 2-3 дня о том, что происходит у нас в гараже, где мы находимся. Например, зрители на Бусти прекрасно знают, куда мы едем и зачем, и с чем, и как, и что. Вот, так что рекомендую. Блинчики, чай, ну и Вольво. Здесь у нас рация, но что-то с нами дальнобойщики не разговаривают совсем. А почему не разговаривают? Ну да ладно. Музло надо включить. Ну что ж, мы уже подъезжаем к Минску. В Минске нас встречает дождь. Хотя до этого мы ехали, была прекрасная погода, солнышко светило, мы покушали еще раз. Вот, но направо пойдет Минск, мы же едем прямо. Все четко, все без проблем. Леш, как ты? Нормально все? Да. Ну, и присутствует колейность. Вот немножко колейности боится, конечно, машина. Но это любой грузовик так. Это, можно сказать, нормальная тема. Все, осталось нам здесь буквально еще 50 километриков, и мы будем уже на месте. Ну вот мы и добрались, друзья. Центр экотуризма, вот здесь, агроэкотуризма, Станькова, он вот здесь находится. Сейчас будем заезжать на территорию, разгружаться, не спеша, аккуратно.
Ну что, я думаю, здесь мы как раз разгрузимся. Именно в этом месте будет оптимально. Сразу сюда на травку и поедем вот туда становиться на позицию. Хорош! Все отлично. Хорош? Да. А, это не стоит нифига. Ну спускай пусть. Спускай полностью. Обе. Ага. Все, хорош. Ну пусть стоит. Перед надо поднять. Да не надо. Я одну оставлю. Я одну оставлю. Даже не двигается. Огонь. Я держал, нет, да, держал, я не помогал. Все, до завтра оставляем технику, приедем завтра и будем уже участвовать в выставке. Друзья, мы уже приехали на ТБТ-шоу. Я, как опытный перекупщик, знаете, вспомнил вот эти 90-е годы, когда на авторынке все стояли, полиролькой натирали машину с надеждой, что кто-то заберет ее. Вот так и я тоже натираю Зеломана, ну, может, кто-то купит. Вот, так что мы уже в экшене. Здесь уже понаехало машин всяких интересных, тракторов, как обычно. Очень интересное мероприятие. Единственное, чуть-чуть погода нас подвела. Но, тем не менее, все равно настроение хорошее. Будем надеяться, что вот-вот распогодится. Чай приготовили, все, бутерброды, так что нормально все будет. Ну, а если честно и серьезно, то Зеломан уже на самом деле продан. И после ТБТ-шоу он отправится к новому владельцу. Вот, поэтому, ну, кто сегодня пришел, несмотря на погоду, у него будет возможность фоткаться с нашим Зеломаном, легендарнейшим грузовиком. В принципе, наверное, уже чуть ли не последний раз. Я немножко с грустью говорю об этом, потому что проект дарит тучу эмоций, но, тем не менее, нужно двигаться дальше, поэтому не унываем, натираем, чтобы люди кайфовали от происходящего. Друзья, заезжает редчайший МАЗ в единственном экземпляре. Такая уникальная машина. Сегодня у нас будет возможность посмотреть. Классный аппарат. К
счастью, очень много наших подписчиков приехало сегодня. Несмотря на дождь, огромное спасибо каждому, кто подходил к нам. Кто подходил, получали магнитики вот такого плана. Очень приятно пообщались, но дождик немножко нам испортил обстановку. Все, но тем не менее, людей очень много. И сами вы видите, очень много техники приехало. Среди машин крайне интересный аппарат Mazik на заднем плане. Сейчас попросимся, посмотрим, как он сделан. Белорусское производство, вот такое вот, была создана машина. Не знаю, почему она остановилась в производстве, но машина очень интересная. Создавалась она, понятно для чего. Она создавалась, чтобы была возможность участвовать в Дакаре. На заводе должен быть серийный грузовик капотный. Вот они его создали, все, ну, мне кажется, классный грузовик. Можно было его доработать и дальше производить. Но инженеры посчитали по-другому и остановили производство. Вот. Ну, очень хочется посмотреть, что это и как. Всего лишь 2 экземпляра было сделано. Пойдем глянем, но в целом мероприятие классное, очень много техники различного плана. Трактора, самодельные трактора, заводские, старинные, грузовички. Кто-то руками создавал, кто-то восстанавливал. Люди приходят с детьми, с семьями, смотрят. Ну, вообще мероприятие просто огонь. Благодаря хозяевам этого МАЗа мы оказались в кабине, они нам позволили здесь снять интересный видос. И я вам честно скажу, я уже поражен внутрянкой этой машины, потому что здесь внутри современное все абсолютно, коробка автомат. Вот вы представляете, МАЗ делал такие машины. Почему они остановили? Я это не понимаю. Такие грузовики и для водителя удобны, и мотор мощный. Здесь двигатель 500 лошадиных сил, представляете? 600? Да. 600? Да. 600 лошадиных сил. Вот, но мы попросим, нам откроют капот, глянем. Тутаевский мотор с раздельными головками. Но здесь, да, система стоит AdBlue, все вот это немножко, я думаю, сложновато и со временем может приносить проблемы. Но все решаемо. Почему бы не производить такую тачку? Ну вы посмотрите, удобная панель для водителя, все, классный обзор, капотничек. Ну это то, что надо для водителя грузовика, для дальнобойщика, это прям оптимально. Климат-контроль, вибасты, все под рукой, ручничок, красивейшая панелька. Ну, прелесть. Почему не производить? Почему? А? В общем, кайфуем. Надеюсь, сейчас откроем капот. Капот открывается автоматически. Я так понимаю, электронасос и гидравлика, да? Кнопку держишь, открывается. Я в шоке. Вот вам Volvo VNL в белорусском исполнении. Пробег у него 5000, но можете вот наблюдать, это видно даже сразу. Моща 600 лошадиных сил. Вы представляете? 2 турбины по краям стоят на каждую сторону. Стеклопластиковый капот. Это, конечно, очень круто сделано все. Вот так для водителя нужно делать. Это моща. Ну мотор огромный, конечно, смотришь, блин, вот, офигеть. Даже глядя на один вентилятор уже становится страшно. Ну вот такая машина. Ну очень круто. 2011 он года сам по себе. Он изначально возил цирк, был предоставлен нашему цирку, белорусскому государственному, и там возил, наверное, куда-то труппу на концерты и представления. Ну а сейчас вот он попал уже в руки к коллекционерам. Надеюсь, они сохранят эту машину вот в этом очень классном состоянии и в своем первозданном виде. Ну а заводу МАЗ на заметку. Нужно делать такие тачки, люди потянутся. Вот такая машина. Ну прям вообще супер. Супер. Резина Континенталь. Огонь. Парням пожелаем успехов с этим МАЗом и будем следить дальше за этим уникальным автомобилем. Еще один интересный экземпляр, это вот такой вот Зилок, да, 157, но он на самом деле аналог нашего Монстра Макса почти, только улучшенная версия. Почему? Потому что здесь раздатка уже зиловская стоит. Вот, и это очень большой плюс к этой машине. Вот, мосты шишиговские, как и у нас. С ними нужно поаккуратней, нужно быть внимательным и резко не стартовать. 240-й мотор, и он, конечно, чуть слабоват, но он позволяет беречь трансмиссию. Это очень важно в технике такого плана, когда у вас большие колеса.
Вот, ну, а именно от Т-150 трактора. Здесь баланс, то есть две лебедочки, здесь раздатка мощная. Эти все вещи позволяют классно кататься по бездорожью. И самое главное, что к этой машине больше пришло цивилизации, в отличие от нашего Monster Max. Здесь приведен в порядок кузовок, салончик красивый. Ну, все гораздо красивее, нежели чем у нас, но люди молодцы, занимаются, и им, конечно же, привет. Они тоже наши зрители, подписчики. Мы даже им маленькую детальку подарили, которую нигде не найти, как выяснилось. Это флянчик от лебедки ураловской. Ну, надеюсь, он им пригодится. Не менее интересный экземпляр — это газончик с двигателем таким же, как у нас был на автобусе Богдан. Раздатка у тебя шишиговская? Да, Ну, с комом. вот, то есть, ну, машина собрана, в принципе, все с нуля. Ну, это можно и так видеть, все повыкрашено, красота. Но огромный респект парням, которые вот поддерживают эту тематику, которые занимаются этим, и им просто лайк. Молодцы, но а мы в свою очередь тоже вот стараемся быть в тренде. Естественно, мы не прошли мимо младшего брата нашего Митяя. Это болотник ДТ-75 от нашего друга, тоже нашего зрителя Степана, который собственными руками его восстановил весь, тягал болотную гусеницу. Когда я смотрел его видео, я так его понимал, какой это титанический труд вот, поднять такую технику с колен. Степан, расскажи, какой твой любимый бульдозер? Т-130. Т-130. Почему? Конечно. Потому что Т-130 это соотношение силы, комфорта и надежности. Я считаю, что Т-130 это лучший трактор вообще Советского Союза. Покупайте Т-130. Ну, вы уже поняли, что Степан такой же немножко сумасшедший, как и я, да? Наверное, соглашусь со Степаном. Мне Т-130 нравится по внешнему виду. Вот что-то в нем есть, согласись, да? Конечно, такой он вот получил форма, в 85-м, капот. по-моему, году или 75-м гран-при за внешний вид Ничего на себе. европейской выставке. Да, Нифига да. себе. И эта Я уж- конструкция Т-130, это не Т-130, она была своя. То есть вот этот дизайн, они подсматривали, конечно, по сторонам, но сделали свое. Расскажи мне, я никак не могу понять, в чем разница между Т-130 и Т-170. Даже внешне одинаково или нет? Нормально, там сколько гигабайт памяти осталось? Ну, давай, 3 Это секунды. долгая история. Значит, основное отличие, вот это постоянный вопрос, но основное отличие Т-130 и Т-170 это увеличенная мощность двигателя. Ага. Нужно было сделать новую модель, время подходило. Ага. Модели не было. Б10, Т10 были сырые. Что они сделали? Они накрутили топливный насос, Ну, понятно. поставили там вроде как другую поршневую, та же турбина. Ага. Никаких изменений больше, если я сейчас начну вдаваться в подробности. Там фары отличались креплением, но в целом это тот же трактор. Они чуть добавили мощнее, скорости ну, коробки ясно. передач на реверс, чтобы откат бульдозера был быстрее. Поэтому практически никаких изменений там нет. Ну, если вот так вот, если бы мы разбирались, как, ну, не знаю, там в МАЗе, что-нибудь, я бы рассказал. На самом деле, друзья, Степан уникальный человек, потому что он очень хорошо разбирается в бульдозерах. Я не знаю, ну почему, но, наверное, такого человека, который в советских бульдозерах, который работал на всех на них и который продолжает на них работать, ну, наверное, такого уже вряд ли найдешь. Правильно, Степан? Ну, да. В Беларуси, пожалуй, вообще один, который оказываешь услуги на таком тракторе. Да, да. Ну, Обращайтесь, так что- Минмонтаж спецстрой. 36910. Это модель трактора, да? Нет, это номер телефона. Ладно, в общем, Степану огромное спасибо за то, что содержит технику в хорошем состоянии и даже работает на ней. Но мы наше продолжим путешествие чуть дальше, да? Или уже, может, хватит снимать? Надо. Надо, значит, пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасная ситуация. Это жуть. Маленькое ДТП. Битва мотоблоков — это и всегда интересно и зрелищно. Но нам тоже интересно и другие, когда человек хочет победить, он не смотрит ни на что. Ни на боль, ни на переломы, ни на что. Надеемся, что у него все хорошо. Не менее интересный экземпляр сзади меня — это самодельный, обратите внимание, самодельный кузов, стеклопластик, самодельный автодом.
Шасси ГАЗ-66, удлиненная рама, я так понимаю. Здесь все смещалось, мосты и тому и подобное. Вообще, это автобус Богдан, который был полностью переделан своими руками. Из стеклопластика был сделан кузов. Вот, это все оформлено документально, что немаловажно. Немножко бывалые могут заметить черты автобуса Богдан, но вот в таком виде. 5.2 мотор, машина просто классная. Проделано очень много работы. Я как узнал, что здесь кузов даже сделан собственными руками, это уже вызывает просто уважение к хозяину. 3,5 года он потратил на постройку, то есть после работы каждый вечер он занимался постройкой этого автодома. Ну, давайте чуть-чуть глянем одним глазком с разрешения внутри. Можно мы одним глазком? Пошли. Панель приборов, смотрите, ну это же наш любимый автобус Богдан. Здесь все у него, электрика, красота. Ну, честно, они вот обедают, к сожалению, мы здесь прервали. Кухонька, там спальные места 4, холодильник. Все недорого, но со вкусом, аккуратно. Ну, вообще лайк. Вот вообще хозяину круто. Ну, а я за рулем автобуса Богдан провел очень много времени, поэтому этот интерьер, хочу бежать от него. Здесь, кстати, отопление и кондиционер вот в этой штуке. Обратите внимание, шишига просто в идеальном состоянии, в родной краске, очень хорошая. Я прям сразу вот вижу ее издалека. Да, она, ну, требует покраски, вопросов нет, но эта машина полностью в оригинале. Полностью. Вообще здесь нюансов нет по ней. Ну да, днище, но вот это все. Это круто, когда есть такие тачки. Прям смотришь, глаз радуется. Все комплектное. И кунг высокий. Редко, причем кунг высокий оригинальный. Обратите внимание, разница. У шишиговского кунга есть колесная арка. Высокий кунг с колесной аркой. Часто ставят кунг от ЗИЛ-131, но он смотрится уже, я считаю, несуразно из-за слишком большого свеса. А здесь свес, все оптимально. Ну, хозяину привет, наверняка он наш подписчик, но я не знаю, где он. Тоже интересно, видите, с креативом люди относятся к движухе сегодняшней. Приехали на газончике, а в газончике ЛуАЗ. У нас тоже есть инвалидка, которая однажды, вот хочется мне, чтобы тоже приехала в таком виде на вот какую-то выставку или какой-то фестиваль. Очень круто. Хозяину тоже спасибо огромное и респект. Но мотоблоки по-прежнему носятся здесь. Какая стрёмная тема. Я не мог пройти мимо этого экземпляра. К сожалению, я не знаю, где хозяин, но трактор Lamborghini, это оригинальный Lamborghini. Наверное, это единственный в нашей стране трактор, но он восстановлен весь, он сделан. Он просто обалденный. Я вот смотрю, все четко, все на своих местах. То, как должно быть в настоящем тракторе. Тонировочка, да, удобно ведь трактористу, когда в салоне комфортно, солнце не слепит. Очень круто, нигде ни подтека, ничего нету. Просто обалденнейшее состояние. Хозяину этого трактора огромный респект. И спасибо за то, что восстанавливают такую технику и содержат ее в нужном состоянии. Мы выезжаем на центральную сцену, нас пригласили. Из нашей Беларуси, я думаю, что многие смотрят видео с его участием. Это Дима Custom Truck и его проект. Зиломан. Проект Custom Truck, мотор MAN, коробка ZF, межосевая блокировка. Ну, в общем, серьезный аппарат. Дима, почему Зиломан? Почему не Зил, а Зиломан? Самая главная фишка этой машины — это мановский мотор, который соединен вместе с легендарнейшим автомобилем ЗИЛ-131. Поэтому было принято решение назвать его Зиломан, то есть такой своеобразный симбиоз Зила и Мана.
хочу поблагодарить Диму, который, условно говоря, не ТБТ-шоу стало мотивом для его деятельности. Он сам вот... Я смотрю на ваши видео, Дима, и понимаю, что вы любите технику вот какой-то особенной тоже любовью. Как, в принципе, наверное, каждый из этих участников. Но у вас свой угол зрения, и он классный, и мы рады, что вас смотрят люди. Нам нравится ваша культурная подача, не постесняюсь этого слова. И также рады, что из первого ТБТ и на втором ТБТ вы приняли участие, приехали за 3-9 земель с самого Могилева. И Даже дальше. да, даже дальше немножко, да, из города. Из гор. Да, Горки. Из Горки, города Горки. Кто знает город Горки? Все знают. Это академия, да, как многие знают. Спасибо, Кто приехал с вами? С нами приехали наши друзья. Леша с нами приехал. Он, кстати, непосредственно принимал участие в постройке нашего Зеломана. Леше тоже отдельное спасибо. Это часть нашей команды, которая, ну, меня всегда радует. То есть с Лешей мы всегда на одной волне. Леша это, ну, такое своеобразное продолжение меня в железном плане. Как я говорю, он в своей жизни, но является продолжением любого механизма. То есть в тракторе его рука превращается в рычаг, в грузовом автомобиле в руль его рука перерастает. Но это человек, который, наверное, родился в автомобиле. Ну, наверное. Не знаю. Леша, ты родился в автомобиле? Не знаю. Откуда вы думаете ваше увлечение вот так вот, если... Откуда взялось? Просто нравится? Да, просто нравится, живу этим, вообще классно. Да. Дорогие друзья, на ТБТ-шоу принимают участие не только уникальные автомобили, а уникальные люди, которые живут этим. Алексей, Дима, спасибо, что доехали. Спасибо, Знаю, как спасибо. непросто вам было. У нас тоже есть Дима, наш оператор. Он в основном всегда за кадром, но многие его тоже знают. Ему тоже огромное спасибо. Дима, подойдите, пожалуйста, станьте вот в этой троице, потому что все наши зрители хотят вам поаплодировать. Аплодисменты. Спасибо, проекту спасибо. Custom Track. Спасибо. Нам тоже хотелось бы очень сильно всех поблагодарить. Огромное вам спасибо за то, что, во-первых, нас смотрите. Спасибо за то, что вы организовали такое мероприятие. Мы можем показать себя. Люди тоже могут себя, вот самодельщики смотрю. Но это все не зря. Это вообще класс. Огромное всем спасибо. Все, всем пока. Спасибо, Дима. Еще чуть-чуть погудим, у нас же шоу. Да не вопрос, мы можем здесь, ну, да. Шоу чуть-чуть моторов, погудим. чуть-чуть погудим. У нас шоу моторов. Но прежде чем Паша, если передам микрофон. Вот и все. 15 минут работы, и Зеломан уже стоит на трале. Плохо натянешь, если его не довезет домой. Друзья, нас наградили, бумаги, масло. В общем, мы победили в 3 номинациях. Это классно. Все, выезжаем с ТБТ-шоу. Везем нашего Зеломана к нашему зрителю и подписчику.
Следующее место, в которое нам нужно попасть, это город Воложин. Именно там будет проживать наш Зиломан. Вот, Миша, привет. Это покупатель нашего Зиломана. Вот. Ну, впереди у нас здесь буквально 80 километров. Вот, после этого мы будем оставаться на ночевку в Минске. На кольце потом поедем налево. Так, ну что, новый дом нашего Зиломана, друзья. Но это не просто дом. Есть еще одна вещь, которую я вам хочу показать. Наш ЗИЛ-157, он свою жизнь продолжает. Наши давние зрители его помнят прекрасно. Его, правда, переобули вот на бердемовскую резину. Он будет теперь еще лучше скакать по бездорожью. Ну, а здесь все сохранилось. Видите, все, красота, прелесть. Вот он, наш красавец. Он продолжает свою жизнь в хороших руках. Все, мы сейчас покушаем и поедем возвращаться в Минск. На этом этапе, друзья, хотел бы вам немножко пояснить. После того, как мы побыли у Миши, отдали Зила. Мише огромное спасибо. Шашлык был вкуснейший. Нас накормили, напоили, все. Как своих родных приняли. Спасибо огромное. Мы с Лешей отправились в Минск. Нам оставалось еще 2 серьезнейших вопроса для решения. Вот, но было уже ночь, ничего я там не снимал вам. Дождь лил просто целый день, это ужас. Дворники работали, я просто думал, что они не выдержат и сгорят или еще что-то произойдет. Но слава богу, все хорошо. 2 вопроса, которые нам оставалось решить, это пройти аккредитацию в лаборатории нашей площадки, нашей переделки. А второй вопрос, это забрать резину для нашего ЗИЛ-утопленника. Вот, на нем будет новенькая резина И-159. Так повезло, что выскочила в интернете, я сразу же оплатил, все, закинул предоплату. Вот, так что колесики забрать. Оставили мы в Минске машину на заправке А100. Многие из наших зрителей ехали, наверняка замечали ее, красавица стояла, кто-то писал, кто-то фотки скидывал. Вот. Но потом утром приехали уже на место, и сейчас вам расскажу, что и как там дальше происходило. Снимаю я эту вставку уже из будущего. Сегодня у нас, наверное, 3, да, примерно 3 или 4 июня. Вот, но пока что не получается. У меня там еще одну взять бумажку нужно. Поэтому пока что результата нету по оформлению нашей Volvo. Хотя уже основная задача решена. Как она решена, сейчас увидите дальше. Ездили мы в специальную лабораторию. Обо всем сейчас подробнее я расскажу дальше. Друзья, подъехали к Вольве. Наше приключение продолжается. Сегодня мы отправляемся в специальное место, которое будет аккредитовывать нашу площадку. Вот, но, как выяснилось, нам здесь подписчики оставили вот такую записку. Доброго дня, классный контент. Продолжая в том же духе, однажды в горках мне помог с баллонным ключом. Огромное спасибо, в запаске подгон. В запаске подгон. О, антифриз как раз. Отлично, нам как раз вольвочку, возможно, понадобится. Правильно? Ну да. Все. Огромное спасибо. Мы запускаем мотор и поедем сейчас пытаться проходить аккредитацию. Ну что, друзья, товарищи, у меня хорошая новость. Все мы прошли, все хорошо. Есть нюансы у нас там по направлению. У нас направление закончилось, потому что оно выдается только на полгода. Вот этот нюанс очень такой достаточно неприятный. Нам нужно с ним будет разобраться. Вот. И еще нам нужно наклеить по борту наклейки вдоль борта бокового и заднего тоже в том числе. Проходили мы эту процедуру в НПЦ на Буцлавской 25А. То есть, ну, в принципе, нормально все получилось. Аккуратненько, парни, все, но облазили все. Да, все параметры, все смотрели. То есть, ну, вроде бы все хорошо. Пока что. У нас еще, нам нужно будет ждать пакет документов. Вот, и потом с этим пакетом документов уже идти в областное ГАИ, а после этого только уже в наше местное ГАИ. Вот, так что такая процедура, нужно будет еще ждать немного времени, но я думаю, все у нас должно получиться. Сейчас наша задача еще сделать одну важную вещь, это забрать колеса для нашего ЗИЛ-4972. Вот, я их уже купил, 5 штук колес,
Сейчас мы поедем и тоже посмотрите их вживую. Но новые, хорошие колеса, которые будут стоять на нашем зилке. Их переобуть будет не так просто, но я думаю, мы справимся. На Кольцевой все это находится в районе Минска, поэтому у нас вот благодаря ТБТ-шоу, благодаря Зиломану, у нас вот все одним таким махом решается, много-много серьезных вопросов. Все, выезжаем. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Приехали на шинный центр, забираем И-159 в очень хорошем состоянии, все почти новое. Есть под вот это немножко чуть-чуть езженное, по-моему, да? Ну, это или то, по-моему. Какой-то более... вон, наверное, Леш, вон то последнее. Вон. Да, оно чуть похуже. Так что грузимся и будем стартовать дальше. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Мечта сбывается. Все загружено, все красиво. Леша, надежный груз? Супер. Все классно. Все, выезжаем домой. 300 километров пути. Пожелайте нам удачи. Ну что ж, поменялись мы с Лешей, я качусь. Здесь буквально нам осталось уже порядка 40 километров до дома. Это развилка направо на Оршу, налево Дубровна. Вот, так что всем нашим зрителям из Орши, из Дубровна огромный привет. Вот здесь до Могилева 84, зрителям из Могилева тоже привет. И из Гомеля тоже нашим зрителям привет. В общем, вольвешник поливает четко, вообще в плане управления все хорошо, 80-90 он идет вообще спокойно. Вот, вообще берет ямки очень мягко, то есть вообще не ощущается, очень классно, очень классно. Вот, груз наш тоже в порядке, все хорошо, ну и движемся дальше. Хотелось бы поблагодарить всех, кто приходил к нам на ТБТ-шоу. Огромное спасибо за подарки, полный багажник подарков мы загрузили к Диме из Могилева, который наш Дима, он нам подвезет потом. Вот, каждому нашему зрителю, который пришел к нам на ТБТ, несмотря на дождь, пришло очень много людей. Каждому огромное отдельное спасибо. Молодцы, наша банда, ну прям красавцы. Вот. Кто-то стоял, там вымокли все, замерзли, но тем не менее атмосфера была очень классная, общение и т.д. и т.п. Все это, ну, скажем так, позволяло нам общаться, несмотря на дождь и холод. Вот, так что всем еще раз огромное от души спасибо. Вот, но а нам чуть-чуть уже осталось здесь, движемся. Короче, сорвало наш шланг на седуху. Но мы пока что остановиться не можем, так я пальцем держу, едем. Сейчас встанем. Остановились, быстренько ножиком отрезали, поменяли трубку. Но она уже старая, просто трубка, и даже берешь в руку и чувствуется, что она уже вот-вот будет еще рваться, поэтому поменяем на новую, но маленькая поломка, которая, знаете, ну это не поломка вообще ни о чем. Передачу не могу включить. Так что, тебе понравился голубь, да? Голубь в глазах теперь. В общем, мы едем всю дорогу регочем просто ни с чего. То где-то кого-то встретим, то что. У меня уже слезы текут. Леша вон весь тоже уже. В общем, поездка получилась безумно интересная, классная. В целом мы сделали очень большие дела. Мы все поделали, то, что у нас накопилось, скажем так. Вот, и это классно. Вольво, красавица наша не подвела. Памятник Зилу.
ЗИЛ-130, вы помните этот памятник. Вот, ну и наша база уже здесь в 100 метрах. Все, огромное всем спасибо, кто был с нами. Огромное всем спасибо за поддержку на ТБТ-шоу. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Не забывайте подписываться и не забывайте ставить лайки. Но я с вами прощаюсь. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока! Пока-пока.